Всем привет! Сегодня хочу приготовить пахлаву из слоеного готового теста. Купили в магазине вот такое слоеное тесто. Буду готовить пахлаву. Увидела рецепт у Саиды, канал Домашний очаг. Переходите, смотрите, она очень вкусно готовит. Она готовила сама тесто. Я хочу приготовить из слоеного теста, купленного в магазине. Сразу делаю начинку, потому что тесто у нас уже готово. Значит, у нас орехи 150 грамм. Я немножко поджарила, подсушила на сковороде, измельчила скалкой. Здесь изюм, он у меня был крупный, я его залила кипятком и порезала на маленькие кусочки. Немножко добавлю ванильки. Добавлю сюда сразу изюм, сахар. Раз у нас тут 150 грамм орехов, добавила также 150 грамм сахара. Все это хорошо размешаю. Добавлю немножко масла сливочного. 2 ложечки. Этим маслом буду смазывать наше тесто. Мешаем хорошенечко. Начинка готова. Сейчас будем раскатывать тесто. Вот такой у нас кусок теста. Разрезала его на 4 части. И буду сейчас раскатывать все 4 кусочка. Вот так я раскатывать буду все 4 куска. Тесто довольно тонкое. Можно было сильнее, но у меня вот такой противень. Такой длины, такой ширины. Вот наш противень. Лью немножко масла сливочного, который мы растопили. Так, смазываем хорошенечко. Так, стелим наше тесто. Да, оно больше немножко. Ничего, мы его порежем. Смазываем тесто маслом. Затем сыпем сюда наши орешки, посыпанные, вернее перемешанные с сахаром. Не жалеем. Теперь делаем другое тесто. Раскатываем. Застеливаю второй слой. Второе тесто. Так. Заливаю маслом. Сыпем орехи. Следующий слой. Стелим наше тесто. Все, я уже насыпала орешков. Сейчас сделаем последнее тесто и будем стелить. Заложили последнее 4-е тесто. И будем смазывать маслом с яичком. Мешаем яйцо с маслом. И смазываем нашу вкусняшку.
Теперь будем разрезать. Чтобы у нас получились ромбики. Что вот так мы порезали, и будем украшать орешками, половинками. Отправляем в духовку. Духовка уже разогрета до 180 градусов. Примерно будем выпекать 30-35 минут. Ну что ж, моя баклава готова. Восточная сладость. Сейчас мы ее еще раз порежем. Что мы еще делаем? Вот у меня есть вот такая вкусная водичка. Из чего она состоит? Это мед, грамм 50, и кипяченая прохладная водичка. Мы прямо сейчас заливаем в только что доставшую из духовки противень на нашу пахлаву. Прям вот так мы заливаем. И пусть наша баклава пропитывается нашим медом. Оставляем минут на 15, можно и больше, пусть остывает, и будем пробовать нашу вкусную пахлаву. Но он очень вкусный, сладкий, не могу даже передать. Ну, такого я никогда не ела, не пробовала. Первый раз готовила, очень вкусно. Готовьте пахлаву, это очень вкусно. Спасибо Саиде за этот рецепт. Буду готовить его, мне очень понравилось. Кому интересен рецепт, полный рецепт именно с тестом слоеным, как делается тесто, я оставлю ссылочку на канал Саиды «Домашний очаг». Переходите, смотрите, готовьте. У нее это получилось намного красивее, вкуснее. Это тесто магазинное. Вот так получилось. Вкусно. Очень вкусно к чаю. Это просто что-то с чем-то. Мне очень понравилось. Приготовьте восточную сладость, баклаву. Вот такой рецепт. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо. Всем удачи, всем пока-пока.